Друзья, приветствую вас. Утренний обзор. Сегодня хотелось бы начать с позитива. День Ирландии, День Святого Патрика. Поэтому всех причастных поздравляю с этим прекрасным праздником, веселым, жизнерадостным. Ну и как известно, Святой Патрик это всегда лепреконс. Лепреконс это всегда золото. Ну а золото это в том числе и решение ФРС по процентной ставке. И поэтому давайте перейдем к фондовому рынку. Так, друзья, но то, что касается Америки, у нас сегодня ключевое событие – это ставка ФРС, она будет вечером. Из-за этого ожидается волатильность и очень сильное движение и по валютам, и по рынку акций обычно происходит в момент объявления ставки. Я опубликовал на этот счет материал, можете в телеграм-канале посмотреть. Здесь текущая ситуация, она, вероятность 99,9 сведется к тому, что ставку, конечно же, не будет никто повышать. Понижать ее тоже в текущих условиях не будет, потому что уже начинает нависать инфляционное давление, инфляционные ожидания очень велики. И исходя из этого, тут какие-либо дополнительные меры в плане ослабления ставки, они были бы весьма опрометчивы. Так, друзья, давайте по российским новостям немного пробежимся. США могут ввести новые санкции против России. На следующей неделе, конечно, они могут ввести санкции, но мы с вами видели, те санкции, которые они вводят, по крайней мере на текущий момент, они в большей степени являются декларативными. 25, по-моему, или 26 марта будет конференция Байдена, то есть он будет отвечать на вопросы. И вот после этого, возможно, какие-то события, которые будут связаны с давлением на Россию. На самом деле, я думаю, до лета здесь ничего такого серьезного и существенного никто делать не будет. Точнее, даже до осени. То есть, конечно, заявления будут звучать, и что-то будет делаться, производиться, но здесь надо четко понимать, что Запад, он эгоистичен, и то, что может принести ему хоть какой-то вред, он подобных санкций, каких-то мер не будет делать, и там на зло там бабушки уши себе морозить не будет. Поэтому здесь любое действие со стороны Соединенных Штатов, Запада, надо смотреть, насколько оно опасно и вредно для самого Запада. Если там есть какие-то моменты, которые ухудшат экономическую ситуацию, они такие меры вводить не будут. Они не будут никакие контрсанкции вводить, так, чтобы всю еду заместить на пальмовое масло. То есть так они поступать явно не будут. Так, и вот что касается инфляции. Зарплатные ожидания резко выросли на 40%, хотят люди зарплату больше. Но здесь вполне ситуация очевидна. Мы с вами видим, какой происходит на самом деле рост цен. И как раз вот этот вот рост цен запускает очень большие инфляционные ожидания, и в том числе в России, и возможно он будет оказывать давление еще большее на разгон цен. Так, у Русала снизилась чистая прибыль. По Русалу чуть позже тогда отдельно поговорим. Так, такие есть новости, не очень позитивные. Во Франции обнаружили невидимый для тестов штамм ковид. И, собственно говоря, вот механизмы, которые могут запустить новый кризис, точнее, новое дно W-образного кризиса, они, с моей точки зрения, их три. Первый – это галопирующая или гиперинфляция. Второй – это невозможность эффективной борьбы с коронавирусом из-за того, что он будет мутировать. И третий, тоже связанный с коронавирусом, что в какой-то момент заявят или выяснят, что вакцины на самом деле либо не работают, либо они дают кучу побочек. И ситуация, которая сейчас происходит с AstraZeneca, она больше напоминает просто выдавливание с рынка AstraZeneca для того, чтобы европейский рынок был занят теми вакцинами, которые правильные. Так, и вот то, что касается рынка недвижимости в России, дефицит квартир, соответственно, новый пузырь надувается с чудовищной силой. Так, друзья, переходя к календарику событий, сегодня в 12 часов ежемесячный отчет МЭА, то, что касается энергетики. Вот здесь мы вполне можем увидеть движение по нефти. Так, и вот в час индекс потребительских цен по Евросоюзу. Соответственно, это тот показатель, который
Но, в общем-то, по крайней мере, в докризисные времена, доковидные, он играл ключевую роль в плане влияния на курс евро-доллара. Это то, что касается индекса потребительских цен, ну, либо инфляции в Евросоюзе и в Соединенных Штатах. Так, далее число выданных разрешений на строительство в США. Но здесь сразу могу сказать, что вот прогноз, который заложен, он уже меньше предыдущего значения. То есть здесь уже идет, или по крайней мере ожидается, плата или охлаждение рынка. Так, далее в 17:30 запасы сырой нефти. Обращаю внимание, что в Америке перешли на другое время, на летнее время, и поэтому все как бы немножко по-другому на час откатилось. Ну и в 9 часов нас ждет заявление ФРС и выступление Пауэлла. Я думаю, никаких изменений здесь не будет, все сохранят как и прежде. Пауэлл, конечно же, попытается успокоить рынок, ну а мы с вами по ходу посмотрим, какие движения и волны будут возникать в ожидании заседания ФРС. Так, друзья, дальше давайте посмотрим графики. Начнем с Baltic Dry. Перевалил он за 2000, и у нас как бы сейчас получается ситуация из зоны, которая свидетельствовала о падении экономической активности. Он перешел в ту зону, которая указывает на дополнительное инфляционное давление. Потому что вот это движение, оно получается увеличение всех затрат. Поскольку морские перевозки, они сидят практически в каждом товаре в той или иной степени. И сейчас вот как только пойдет пробитие 2100 и движение выше, если это разовьется, это будет указывать на наличие дополнительного инфляционного давления. Так, далее десятилетний трежерис американский, дневной график. Но здесь у нас пока идет консолидация. Дальше они расти не пошли. Замерли в ожидании решения поставки. Так, далее китайский индекс, дневной таймфрейм CSI 300. Консолидируется он вот в этой области. Это достаточно позитивно для мировых фондовых рынков. Но здесь как бы либо не время падать, либо на новостях и многочисленных заявлениях о том, как много американские хедж-фонды и банки инвестируют в Китай. И не всегда они об этом громогласно заявляют. Так, друзья, далее DAX. DAX здесь у нас 14600. Новое сопротивление. Вот если его пробиваем и закрепляемся, вполне может произойти достаточно мощный и быстрый рывок на 14800. Ну и соответственно вот эта вся ситуация в том случае, если будет пробой, откат и пробой 14300, она приведет к тому, что пойдет движение вниз. Цель этого движения будет вот сюда, вот 13850. Пока как бы никаких факторов для того, чтобы развилось такое движение, их нету. То есть здесь наиболее вероятно продолжение вот этой консолидации. И если никаких черных лебедей не пролетает, дальнейшее движение наверх. Ну, это, конечно же, связано с инфляционными ожиданиями, потому что сейчас как бы люди, они ищут все возможные способы и в России, и в Европе, и в Штатах, как уйти от инфляции. Так, друзья, далее NASDAQ, дневной таймфрейм. Ну и здесь по дневному таймфрейму вот сегодня-завтра будет решаться вопрос пробития, не пробития 13620. Если пробиваем, пойдет полет и движение на 14100. Если сегодня по факту решения по ставке произойдет откат и пробитие 13100, то может либо сформироваться коротенький задерг вниз, либо перелом тренда. Пока как бы оснований для перелома тренда, я думаю, нету. И поэтому даже если сейчас происходит какой-то по нему откат, наиболее вероятно это будет просто задерг и возврат вот в эту консолидационную область. Так, друзья, далее VIX, индекс страха волатильности. Ну смотрите, он ушел в дно. То есть он пробил, ну по крайней мере был ложный пробой 19,5, но закрытие было выше 19,5. Вот, мы с вами с такой ситуацией уже сталкивались неоднократно. И такая ситуация, она очень часто предшествует набору позиций. И через какое-то время, несколько торговых сессий, возникает по факту завершения набора дальнейшее движение и цель его тестирования какой-то одной из сильного уровня, который находится выше. Ну, сейчас с учетом того, что у нас сегодня ставка, прямо и сегодня возможно достаточно резкое движение по нему.
Ну, для того, чтобы пошло движение в диапазон 17-17,5, когда падение волатильности и падение рисков ожидается, на текущий момент оснований для такого движения, я думаю, крайне мало, их практически нету. Но если только, не знаю, Пауэлл заявит о том, что корона-кризис закончен, но мы деньги продолжаем печатать. Вот если как бы утрированно все подводить такой мысли, тогда, конечно, будет сегодня уже пробитие и движение на 17,5-17. Но поскольку вероятность такого сочетания, такого события не очень велика, то сегодня, конечно, мы получим здесь волатильность, но уже сегодня напрашивается разворот и коррекционный отскок хотя бы на 23,5. Так, друзья, далее индекс доллара DXY, дневной таймфрейм, опять же. Ну, здесь у нас идет проторговка выше 91,5. Вот эта вот фаза движения с пробоем 91,5, точнее вот этого диапазона, она не завершилась успехом. Это не очень хорошо, потому что это говорит о том, что в системе накапливается напряжение, которое в любой момент может синициировать движение на 94. Если, конечно, вот на этой неделе будет пробой этого диапазона и устойчивый ход на 97, тогда вот этот вот весь рост доллара против мировых валют, он может оказаться сломленным. Но на текущий момент я таких факторов не наблюдаю. Так, друзья, далее S&P 500, SFD на фьючерс, но здесь девиз очень простой, каждый день новый хай. Ну, практически каждый день. Тем не менее, вчера, я думаю, мы подошли к определенному значению, создали определенный хай, и здесь уже жизненно необходим какой-то коррекционный откат. Ну, хотя бы вот куда-то сюда на 3900. Конечно, на фоне каких-то очень позитивных заявлений эйфории может быть пробой вот этого верхнего значения и улет дальше наверх, но мне видится здесь потенциал для какого-то значительного роста исчерпан, и здесь более вероятно разворотная формация и определенный коррекционный откат. Так, друзья, далее вот по биткоину меня засыпали. Дневной таймфрейм. Ну, смотрите, по биткоину. Биткоин, он в данном случае во многом схож с золотом. В ожидании решения поставки он откатился. Вот, и сегодня по нему весьма вероятно будет очень мощная волатильность. То есть здесь, как вариант, вот в этом диапазоне мы сегодня и будем двигаться. 57 тысяч, 52, 53 300. То есть я предполагаю, сегодня будет большая волатильность. Если происходит устойчивое пробитие 52, 51, 700, то в этой ситуации действительно вот этот вот прекрасный рост, который здесь произошел, он ломается, и биткоин либо уходит консолидироваться в районе 48 600, либо начинает более существенно падать. Вот, пока, я думаю, наиболее вероятный сценарий — это вот движение в этом диапазоне на сегодня. Так, друзья, далее нефть. Ну, смотрите, по нефти мы захандрили и выше не идем. Для того, чтобы по нефти произошло движение наверх, нужно устойчивое пробитие 71,5 на объеме или желательно даже консолидация выше этого значения. На текущий момент все движение нефти, это дневной таймфрейм, оно сосредоточено в диапазоне 67,4, 70,3. Вот здесь вот. На текущий момент у нас идет попытка в более короткой консолидации отбиться от нижней границы 68 и попытаться выполнить цель 69,7. Переходя на часовой таймфрейм, здесь у нас сегодня достаточно много событий, которые на нефть будут влиять. Это инфляция по еврозоне, это и запасы нефти, и заседание ФРС. Смешались в кучу кони-люди. Ну еще и День Святого Патрика. Итак, здесь у нас на текущий момент разворотная формация, и если не возникает отката и движения вниз с пробитием 68, 67,7 вот этого диапазона, то у нас здесь уже сформировалось движение. Цель этого движения будет сходить на 68,9, 69, вот сюда вот. Но в идеале, конечно, это движение оно должно привести на 70. Но для этого нужно, чтобы здесь возникло закрепление и проторговка. Таким образом, на текущий момент по нефти более вероятно коррекционное движение вверх, я считаю. Но помним, если пробой
вот этого диапазона возникает, то мы покатимся тестировать для начала 67,3. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм. Но здесь у нас движение наверх. Я так полагаю, что движение наверх будет развиваться. Сейчас мы потестим вот это значение 1740,5. Если его пробьем, движение на 1766, может быть даже и выше. Вот это движение наверх не получит развития, если будет коррекционный откат и пробитие 1725. Но я думаю, сейчас в ожидании ФРС все будет развиваться наверх. Так, друзья, далее серебро. По серебру схожая ситуация. Здесь произошло накопление, и в том случае, если сейчас в первой половине дня мы не увидим по серебру задерга вниз с пробитием 25,7, 25,5, то нас ждет движение сейчас сначала на 26,3 и потом попытка сходить в район 27. Так, друзья, далее евро-доллар. Но смотрите, сегодня у нас важная статистика по Европе днем. Это инфляция, индекс потребительских цен, а вечером контрдействие ФРС. Поэтому в евро-доллар сегодня будет достаточно существенное движение, волатильность. На что я здесь думаю стоит обратить внимание. Вот смотрите, если здесь как бы обращать внимание на старшие таймфреймы, месячные, недельные таймфреймы, то у нас получается, пока вот этот диапазон не пробит 1,1790, 1,1834, здесь не произошло окончательного слома тренда на евро, на рост евро. Как только вот это пробивается, этот диапазон, начинается устойчивое либо на объеме движения под значением 1,1790, скорее всего евро может очень быстро дойти отсюда и до 1,16. Вот. Но на текущий момент пока такого глобального слома его не произошло. Хотя уже было очень много тревожных сигналов и пробитие ключевых уровней. Но тем не менее каждый раз кто-то евро набирает и мешает ему упасть. Вот. Сегодня то, что касается текущих событий, я думаю, здесь, если не будет пробития 1,1865, то вот это все движение, здесь сейчас накопление, либо откат на 18,65, оно будет приводить к тому, что евро-доллар будет пытаться отскочить и сходить в район 1,1984, как в романе Оруэлла. Вот. Но мы с вами помним, что по данным СОТ СФТС американские спекулянты ждут проседания евро. Вот. Но здесь, с моей точки зрения, вполне возможно движение до конца недели в этот диапазон. Но говорить без его устойчивого пробития о том, что евро уже все, оно пошло вниз окончательно, я думаю, пока еще рано. Так, друзья, далее USD рубль Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, вчера была попытка пробить вот этот сильный уровень 72,8. Однако эта попытка, она не привела к финальной цели, которая находится 72,1, 72,15. Но кто-то скажет, что это в связи с заявлениями по поводу санкций из-за попыток дискредитации Байдена. Но я думаю, здесь более существенный фактор, который заключается в том, что здесь просто доллары начали выкупать активно. Так, ну и сейчас по часовику у нас идет бурное движение. Цель этого движения — тестирование и пробой 73.15. Если вот здесь пробой не возникает, то отсюда пойдет отбой, и мы будем колебаться в этом диапазоне. Если здесь возникает пробой на объеме или же последует проторговка, то отсюда весьма вероятно разовьется следующий этап движения. Цель этого движения будет 73,5, 73,6. Вот сюда вот этот диапазон. Сегодня будет очень большая волатильность, очень большая. И я здесь думаю, надо какие-то делать ставки только в том случае, если будет пробой и выход вот за границы этого диапазона. Сейчас, я думаю, более вероятно движение вот сюда вот границы этого диапазона. Но, переходя на 15-минутность часовика, если будет резкий задерг вниз и пробой 72.85, то вот этот задерг может привести к тому, что разовьется очень быстрое движение вниз, цель которого будет 72,6, сходить вот сюда на это значение. Но пока такого пробоя нету, сформировалось движение, импульс, цель которого сходить
к верхней границе 73.15. Так, друзья, далее Сбербанк, дневной таймфрейм. Немножко страшно мы закрылись вчера. И здесь еще такой момент. Не было пробития 296. Вот у нас здесь, я думаю, более вероятно, ну точнее наиболее, скажем так, вероятны два сценария. Первый сценарий, он связан с тем, что сегодня будет движение, 296 потрогаем, и после этого пойдет откат вплоть до 263. Вот. Но сейчас, конечно, такой сценарий кажется маловероятным, и он будет реализован только в том случае, если в результате тестирования 296 произойдет откат и пробитие 282. Если переходить с дневного на более короткий таймфрейм, в частности 4-часовой, здесь все пока отлично. И в том случае, пока у нас сегодня с утра не будет пробоя 288, будет весьма вероятно отсюда, ну даже если сейчас какой-то откат произойдет на 289, 288, все равно он будет откуплен и пойдет движение вверх с целью подтестить 296. Если здесь будет пробой первого уровня, то отсюда развивается движение вниз, и вот дальше уже будет ключевое тестирование 282. Вот пробой 282, если он происходит, то Сбербанк начнет очень сильно двигаться вниз, и здесь уже первая точка остановки будет в районе 270. Пока на текущий момент, я думаю, мы будем вот сейчас на открытии, там в 10 часов, находиться в диапазоне 294-288. По 4-часовику здесь видно, что движение наверх пока не закончено. Поэтому, если говорить по дневке, на горизонте у нас находится двойная вершина. Она либо будет пробита и пойдет уход наверх сильный, или же если она, ну как сильный, там на самом деле 300 потом преодолеть, потому что как бы круглые цифры, они обладают магическими характеристиками. Вот. Если здесь пробоя не будет, то два уровня 288, если мы пробиваем, то уходим консолидироваться на какое-то, возможно, длительное время в этот диапазон. И если пробиваем 282, здесь уже все ломается, и он может очень сильно сходить вниз. Пока с точки зрения динамики движения все указывает на продолжение роста Сбербанка наверх. Далее ГМК, по нему масса вопросов там по поводу остановки шахтов, шахты добычи, которые 20% занимают. Но смотрите, здесь с моей точки зрения, пока вот этот диапазон не пробит устойчиво, беспокоиться не о чем, будут выкупать и гнать наверх. Вот здесь, если пробой происходит, это дневной таймфрейм, тогда да, здесь, ну, у нас есть первая железобетонная цель, это 18300. Вот 18300, если будет пробито, там уже возможно все. Так, друзья, ну вот переходя на часовик, относительно идей, которые внутри дня, смотрите, вот здесь с текущего диапазона, который 22 800, 900 возьмем, и нижняя граница, которой 22 500, вполне как бы, если сейчас мы не идем ниже тестировать и пробивать 22 200, здесь будет набор позиций и коррекционный отскок с целью движения на 24 тысячи, 24 100. Если здесь пробиваем, то соответственно уходим тестировать вот этот волшебный диапазон. Если пробиваем его, там он уже может начать сыпаться вплоть до 18300. Относительно там есть определенная аналитика, что там фундаментальные показатели, движение там на сколько, на 14, 12, на 5,5, но это я уже шучу. Но смотрите, о каких фундаментальных показателях можно говорить, если надувается пузырь, где только возможно, и на самом деле никто, кроме тех, кто там работает, инженеров, точно не знает, как эти шахты будут восстановлены и будут ли восстановлены. И поэтому все эти рассуждения о фундаментальных причинах, которые дают сейчас аналитики, если они не являются специалистами-технологами в горном деле, с моей точки зрения, это не очень обоснованно, мне так кажется. Вот, поэтому я думаю, лучше ориентироваться на те цели, которые обозначил я. Все, друзья, спасибо за внимание, успешных торгов. Если что, пишите, постараюсь ответить.